Враг Путина был убит. Несколько стран выдвинули официальное обвинение Москве. Откровенное признание соратника Трампа. В Вашингтоне сделали заявление, касающееся завершения войны. Зеленский пообещал разрушительный ответ. Президент впервые озвучил цель. Лидер венгерской оппозиции шокировал заявлением: в случае его победы в новом правительстве все равно будет Орбан. Ущерб на миллиарды. В спецслужбе рассказали о последствиях ударов по противнику. Масштабы впечатляют. Конфликт государства и церкви вышел на новый уровень. На церковного иерарха завели дело. Об этих и других событиях к утру воскресенья 15 февраля. Все, что действительно важно сегодня. Новости Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Раньше других. Месяцы переговоров, десятки встреч. И вот, выступая в Мюнхене, шеф американской дипломатии вынужден был признаться: мы не знаем, серьезно ли русские настроены на прекращение войны. Они говорят, что да, и на каких условиях они готовы это сделать. И сможем ли мы найти условия, приемлемые для Украины, с которыми Россия всегда будет согласна. Но мы будем продолжать проверять это. Генеральный секретарь НАТО, выступая на том же мероприятии, фактически ответил Марко Рубио, но был более откровенен. Марко Рютте считает, что Кремль в очередной раз демонстрирует нежелание договариваться. Ну разве Путин серьезно к этому относится? Путин отправляет этого историка обратно в Женеву для переговоров, и там он будет читать украинцам лекции о Швеции или подобных вещах. Так генсек НАТО отреагировал на новость, что российскую делегацию на переговорах в Женеве вновь возглавит Владимир Мединский. Бывший министр, а теперь помощник Путина и один из главных идеологов Кремля. Тот самый, кто говорил о дополнительной хромосоме у русского народа и требовал от Киева отказаться от интеграции с Западом. Возвращение Мединского — сигнал, что Москва хочет увести разговор от гарантий безопасности к более размытым политическим темам. Ранее он уже заводил переговоры в тупик. Президент Украины рассказал миру о некоторых последствиях Холодомора. В результате зимних обстрелов агрессора в стране не осталось ни одной целой электростанции. Несмотря на это, система выстояла. Генерация сохраняется благодаря инженерам, физической защите объектов и помощи партнеров с ПВО. Европа платит за нашу способность останавливать баллистические атаки. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо. При этом ракеты для комплексов иногда приходят в самый последний момент. Зеленский привел пример. Боеприпасы, доставленные в минувшее воскресенье, пришлось использовать уже в этот четверг, 12 февраля, для отражения нового удара. И, честно говоря, одна из худших вещей, которые может услышать лидер во время войны, это доклад командующего ВВС о том, что подразделения ПВО пусты. Владимир Зеленский обещает отвечать врагу больнее. Цена, которую Россия платит за 1 километр — 156 солдат. Путина это сейчас не беспокоит, но есть уровень, на котором он начнет заботиться. Я уверен. Президент впервые озвучил цель, которую ранее поставил новому министру обороны. Украинские защитники планируют уничтожать до 50 тысяч российских военных каждый месяц. Враг Путина умер не своей смертью. Внезапная остановка сердца Алексея Навального в колонии – это тщательно спланированное убийство. Одного из самых известных критиков Кремля отравили, но не новичком, которым пытались убить борца с коррупцией в 2020-м. В этот раз было использовано более экзотичное средство – эпибатидин. Это яд, который получают из кожи эквадорских древесных лягушек. К таким выводам пришли эксперты из Великобритании, Германии, Франции, Швеции и Нидерландов, а правительства этих стран выступили с совместным заявлением. Учитывая токсичность эпибатидина и сообщенные симптомы, весьма вероятной причиной смерти было отравление. Навальный умер, находясь в заключении, а это значит, что у России были средства, мотив и возможность применить к нему этот яд. Фактически 5 европейских стран обвинили Кремль в организации убийства оппонента Владимира Путина.
Эксперты из наших стран смогли установить, как был отравлен Алексей Навальный. И это чрезвычайно важно для привлечения России к ответственности за содеянное и для дальнейшего разоблачения ее лжи. Эпиботидин почти не метаболизируется в организме и достигает максимальной концентрации в мозге примерно за 30 минут. Врач Александр Полупан, лечивший Навального после отравления новичком в 2020 году, считает, что описанные симптомы совпадают с действием этого яда. После смерти политика Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что политик почувствовал себя плохо после прогулки. Тело семье отдали только через 8 дней. Соратники Навального с самого начала называли случившееся убийством. Ты их в дверь, а они в окно. ВСУ отбросили оккупантов в районе Вербового в Днепропетровской области. Это локальный, но важный успех. Об этом пишет проект Deep State. В то же время аналитики сообщают, что армия РФ продвинулась в другом месте, в Ступочках и возле Закитного на Донеччине. Но захватчики продолжают применять свою излюбленную тактику — войну с гражданским населением. Только в Донецкой области россияне за сутки били по населенным пунктам 16 раз. Повреждены дома в Золотом Колодесе и Грузском. В Краматорске 2 многоэтажки и склады. В Дружковке 4 дома. С линии фронта эвакуировано более 200 человек. Более 70 из них – дети. Война снова напоминает каждый метр с боем и каждый день под огнем. Демилитаризация идет не просто по плану, а по некоторым пунктам во впечатляющих масштабах. Правда, это совсем не тот план, о котором говорил Путин. СБУ отчиталась о проделанной работе. Бойцы Центра спецопераций «Альфа» уничтожили половину российских комплексов ПВО «Панцирь». Это одна из ключевых систем обороны РФ. Она прикрывает базы, склады и аэродромы от украинских дальнобойных дронов. Один такой комплекс стоит от 15 до 20 миллионов долларов, причем это только за прошлый год. СБУ подчеркивают, системное выбивание «Панцирей» открывает дорогу для ударов в глубоком тылу. По оценке украинских силовиков, общий ущерб военному бюджету Кремля только по этому пункту уже достигает около 4 миллиардов долларов. А чем более дырявым становится российский стальной зонд, тем больнее прилеты по другой инфраструктуре агрессора. Конфликт государства и церкви выходит на новый уровень. В Армении возбуждено уголовное дело против католикоса всех армян Горегина II. Ему запретили покидать страну. Формальный повод – обвинение в препятствовании исполнению судебного акта. Адвокат назвал запрет на выезд попыткой сорвать предстоящее собрание епископов армянской церкви в Австрии. Там на следующей неделе должен пройти архиерейский собор. Накануне премьер Никол Пашинян публично заявил, что не позволит вывести руководство армянской церковью за пределы страны и пригрозил мерами. Разлом между властью и церковью в Армении тянется уже несколько лет. Отношения руководства апостольской церкви с премьером Пашиняном резко обострились в 2020 году, во время войны в Нагорном Карабахе. После поражения духовенство открыто поддержало оппозицию, которая обвинила премьера в потере контроля над Карабахом. Католикос всех армян Горегин II тогда прямо призвал Пашиняна уйти в отставку во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов. После этого Пашинян обвинил католикоса в нарушении обета безбрачия. Мол, у того де-факто есть жена и сын. Пашинян призвал главу церкви покинуть свой пост. Часть церковных иерархов поддержала премьера, а на Рождество Пашинян провел массовую демонстрацию, которую назвал крестным ходом. Новости как холодный душ. Губернатор прифронтового Белгорода заявил, что после удара по ТЭЦ и очень серьезных разрушений восстановить систему централизованного горячего водоснабжения до конца отопительного сезона невозможно. Город с населением более 320 тысяч человек останется без горячей воды минимум до середины апреля. Сохраняется подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии или постоянных, или резервных источников энергообеспечения.
Накануне по Белгородской ТЭЦ был нанесен очередной ракетный удар. Погибли 2 человека, 5 ранены. Власти перевели часть инфраструктуры на генераторы и развернули 13 пунктов обогрева. Уже неделю назад Гладков сообщил о начале эвакуации стариков и детей, но потом вдруг передумал, рассказав, что аварийные службы справляются. Всем доброго дня, здоровья, добра. Ну вот такие вежливые у Путина подручные. Кто же приказы бомбить и убивать отдает все эти годы? Немецкий Мюнхен в последние дни стал центром мировой политики, но среди массы серьезных заявлений тут случилось и несколько забавных эпизодов, которые попали в объективы камер. Лидер венгерской оппозиционной партии ТИСа Петер Мадьяр, а возможно будущий премьер страны, пообщался с премьером Польши. Оказалось, что даже в случае победы в правительстве страны уже забронировано место для политика с фамилией Орбан. Оказалось, что соратницу Мадьяра, которую он прочит в будущие министры иностранных дел, зовут Анита Орбан. Это просто совпадение, добавил лидер венгерской оппозиции. Премьер Польши Туск засмеялся и парировал. My name is Donald. А меня зовут Дональд. После обмена шутками стороны обсудили скорейшее мирное соглашение между Украиной и Россией и договорились, если в Венгрии в итоге апрельских выборов сменится власть, Будапешт и Варшава быстро восстановят политические и экономические связи. При поднятом настроении встречались и лидеры Германии, Франции и Великобритании. Фридрих Мерц в шутку спросил у Кира Стармера. Надеюсь, вы не возражаете против флага ЕС. Реакция премьера Великобритании, которая 10 лет назад проголосовала за Брексит, говорит сама за себя. Несмотря на выход из ЕС, страна остается важным элементом европейского единства и безопасности. На какого Владимира давит Дональд Трамп в этот раз? За что хотят дать премию Путину в американском Сенате? Как получилось, что 10 украинцев разбили почти полк НАТО? И почему ослабили охрану хозяина Кремля? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.